Друзья, всем привет! Добрался до Заползухи. На первый взгляд все нормально, все чисто, аккуратно. Никто не был. Все здесь как лежало, так и лежит. Все прибрано. Мотор у меня был оставлен за избой. Там с той стороны, он на месте. Ой. Ну ладно, на избе это уже хорошо. Гамаши снять. Все в полном порядке. Лодку я в прошлый раз специально чуть-чуть сдул. Не чуть-чуть, а так прилично. Потому что весь сентябрь стояла теплая, такая жаркая погода. Ясные дни. Ну, чтоб на солнце ее от жары, короче, еще больше не расперло и не разорвало. Ну, побоялся я. Короче, немножко ее скачал. Все целое, все отлично, все в порядке. Классно. Ох, ребята, руки мерзнут. Холодина. Самое-то главное, что ветер сильный, из-за него мерзнет. Все. Ветер сегодня сильный. Так-то вроде на улице где-то 0, -1, примерно такая температура. Но ветер сегодня шквалистый такой, до 17 метров в секунду порывы. Сейчас затоплю печку. Надо что-то покушать с дороги. Немножко согреться. И дальше по обстоятельствам видно будет. Не знаю, на рыбалку я сегодня, скорее всего, что навряд ли уже успею. Да, если честно, с дороги и не особо охота. Время 14:32. Сейчас надо что-то перекусить, попить чаю, одеть чистое, теплое белье, согреться немножко, накачать лодку, сходить, все приготовить. И, скорее всего, что рыбалка будет только завтра. На 99%. Сомневаюсь, что я сейчас поеду. Все уже в избе тепло, комфортно. Переодел футболку сухую. Это все повесил, рубашку повесил. Каремат тоже надо подсушить. Я в дороге шел весь в снегу. Залил бензин в мотор, и надо попробовать его сейчас, заведется он или нет. Столько времени стоял, и вообще надо его держать здесь опущенным в воду, так как с утра уже заморозки, все равно -1, -2, там все прихватит, замерзнет. То есть надо его держать здесь в водичке. Так, ну давай.
Ладно. Сейчас вот что, рыбачить, сейчас уже эта камера так снимает, светло, на самом деле уже темновато, да и желания, конечно, ребята, нету. Совершенно немножко подустал. Надо еще собрать, короче, снасти рыболовные, все разобрать, на что завтра буду ловить. И есть, короче, чем еще позаниматься в избе. Так что идем в избу и все, до завтрашнего утра будем там. Взял, ребята, зимнюю удочку в этот поход на эту рыбалку, так как это уже все, скорее всего, обещают завтра еще плюс, послезавтра плюс, а в пятницу уже до -6, днем -4, ночью -6. Ну, по прогнозу так, как оно будет, не знаю, но сейчас уже вот окунь, щука, скорее всего, что будет, лучше ловиться вот так вот в отвес. Взял, конечно, еще спиннинг с собой, взял вот эту коробку с приманками. Вот она. Тут крупные воблера, резина. Ну вот, в прошлый раз я ходил на озеро, на Таежное. И вот и эту же коробку и взял. Сюда добавил только вот ратлины такие вот. Вот один ратлин. И вот второй такой же он. Ну, похожие они оба. Одинаковые. Надо, наверное, поводок сразу поставить. Да. Чтобы завтра с утра проснуться, чай попить и сразу на водоем рвануть. Какая бы погода ни была, хоть дождь, хоть снег, хоть что будет, все равно надо будет ехать на рыбалку. Че, я лодку сюда зря тащил, что ли? Я уже, честно говоря, ребята, не помню, когда я последний раз здесь был. Давненько. По-моему, в августе я затащил лодку. Кто, если не смотрел ролик, заходите, смотрите, или я ссылку оставлю в описании, или на канале есть. На канале вообще удобнее, там есть плейлисты, на Дзене есть там подборки называются, а на ютубе плейлист. То есть там есть изба Заползуха, и там все ролики именно с этой, связаны с этой избой, с этим озером. Надо было книжку взять какую-нибудь. Сейчас почитал бы, полежал. Друзья, всем доброе утро. Время 8 часов утра ровно. Собираю спиннинг. Можно было, конечно, это все сделать вчера. Но что-то вчера лень было. Лег спать, наверное, где-то 7:30. И, короче, все до утра. То, ребята, заметил. Взял вот такое ведро с собой на рыбалку. Не знаю, взял на всякий случай. Наловлю, не наловлю, но взял побольше. Есть. Вот он, друзья, первый окунь. В лодке самый схватил. Что-то хорошее было, вот удар был. Есть. Окунь. Окунь неплохой. На воблер взял. О. Щука ничего такая, более-менее нормальная. Эх, держится. Держится-то, конечно, не очень. Вот такая щучка попала. Где-то в районе килограммчика такая. Ну да. Вот щуки как-то здесь вот, что зимой, что раньше тоже, ох, был ударчик.
Эх, ребята, была щука. Была щука и откусила воблер. Смотрите. Эх, жалко. Где-то, может, попала на на шнур. Чик, и все, и нету. Вместе с поводком. Хотя поводок стоял нормальный, длинный. Это вроде небольшой. Не, нормальный средний окунь. Ух. Зацеп... О, вот это, ребята, нормальный. Что-то такое более-менее. Да, покрупнее уже окунь пошел. Вот такие окушки клюют. Я бы не сказал, что крупный окунь, но нормальный. Средние окушки. Проворачиваются, конечно, и покрупнее. На спиннинг клевать не хотят. Уже сидит. О, вот уже покрупнее чувствуется. Да, это уже нормальный такой. Тоже сидит уже. Вот этот неплохой окунь. О! Нормальный. Наверное, самый крупный за сегодня. Да. Тоже ничего, такой покрупнее пошел окунь. О, ребята, вообще нормальный, хороший. А нет, он как-то зацепился боком и подловил, наверное, где-то уже. Все, пока перестали клевать. Ох, нет, еще есть. Этот небольшой. А нет, такой же. И как-то тянешь, вроде кажется, иногда окунь крупный, а он небольшой. Иногда тянешь, вроде мелочь, кажется, как-то. То ли он идет сюда, то ли по-разному сопротивляется. Ух ты, вот это удар. Ударил хорошо. Вот такой вот. Вот столько удалось, ребята, поймать окуня. Это 30-литровый мешок. Ну, где-то вот так вот. Все, приехал на место. Замерз. Реально замерз. Подмерзли ноги. Руки немножко подмерзли. Ребята, пришел, кручу за водой и решил сходить вверх по ручью. Журчит очень сильно вода, где-то водопадик. Короче, бобры построили вторую плотину. В прошлый раз я когда приходил, была только вот эта одна плотина. Сейчас выше там вообще что-то сильный какой-то поток бурлит. То есть где-то они там еще одну плотину построили. Вот так вот, ребята, бобры затопили весь лес. Они построили плотину вот здесь. Воды прилично там выше. Прям ручей такой широкий, глубокий, по пояс, а то и больше. Здесь он, разница, наверное, метр, а то и больше. Между уровнями воды, над плотиной и под плотиной. И весь лес буквально затоплен. В прошлый раз этой плотины не было, когда я ходил в августе. Это вот где-то вот буквально они за этот период, за сентябрь, за октябрь стяпали тут.
Так, ну ладно. Время 11 часов 42 минуты. Почистил, ребята, рыбу. Сходил за водой. Затопил печку. Надо мне немножко отогреться. То что-то я так подмерз прилично. Все, вода зашумела. Отлично. Раз, два, 4 окуня. Еще несколько окуней почистил с икрой. И щучку почистил, печень достал. И еще у крупных окуней тоже печенку сюда достал. Выехал, ребята, уже на водоем. Время 2 часа дня. Сменил ветер после обеда. Запад, северо-запад, где-то так. Попробую на крупную резину. На твистер белого цвета. Сейчас покажу какой. Вот такой вот. Может, будет окунь клевать. Зато будет мелочь отсекать лишнюю. И, ну, не знаю, попробую. Может, щучка какая-нибудь клюнет. Так, еще что-то влипло. Еще щучка. Такая же небольшая. Да, ну и щука тут. Иди живи. Щука. О, вот это уже щучка. Вот это уже экземплярчик нормальный. Так, так, так. Аккуратненько. Иди сюда. О, ребята, есть нормальная первая щука. Есть еще что-то попало. Тоже щука нормальная. Тоже такая. Ах, ребята, сошла. Ох, есть. Вот этот вроде нормальный. По сопротивлению-то. Да, хороший окунь. О, ребята, щука. Это щука. Это точно щука. Либо окунь хороший, либо щука. Щука. Опа. Эх, Михаил. Бестолковый. Все есть. Вот такая щучка попала. Ну вот, килограммчик. Нормальная. Это окушок попал.
Время уже 17:35. Только добрался до избы. Прибрал всю рыбу, почистил, подсолил. Вышло, конечно, прилично. Завтра, наверное, а на 95% я уже окуня не буду ловить. Буду пробовать ловить щуку. Уделю время ей. Так что окуня, в принципе, хватит мне. Нормально сегодня половил, неплохо. Ухи что-то, ребята, вообще неохота. Я сегодня ухи поел на обед, и сейчас на ужин вообще уху неохота. Сделаю, наверное, макароны сварю с тушенкой, с мясом. Допиваю, ребята, чай и буду ложиться все отдыхать. Время 18 часов 40 минут. На улице пока не морозит. Сейчас ходил, умывался, привел себя немного в порядок. Так что как-то так. В избе вообще вот так тепло. Я на обед уезжал, печку когда затопил, приехал. Но это прошло, наверное, часа 3, наверное. После того, даже когда печка прогорела, я в избу захожу, здесь тепло. Вот по сути, можно было бы и не топить все. И вот сейчас вот на ночь, на вечер печку. Сейчас-то все, она уже прогорела. В избе уже становится, ну, комфортная температура, вот такая вот, градусов 20, наверное. Нормально. Так что все, всем пока и до завтра. Буду ложиться спать, отдыхать. Сейчас поваляюсь и тихонько засну, короче. Ну вот как-то так. Все шматье сюда под голову скидаю. Вот все, сегодня уже ветер, он вчера сменил, но вчера не сильный был. Сегодня задул уже конкретный север, и завтра по прогнозу уже принесет первые морозы, такие серьезные морозы уже. Так что вот сейчас корочка есть небольшая, вот льда, вот она, такая чуть-чуть есть, только вот припай такой. Вот так как ветер сильный, все это разделывает, разламывает его. Так что как-то так. А если будет ночью штиль и мороз минус 6, минус 7, где-то так обещают по прогнозу, то озеро, я думаю, нормально прихватит. Так что как-то так. Оделся потеплее, одел вообще все, что есть такое, прям, знаете, потому что ветер сильный, еще и северный, как бы рыбачить холодно. Заехал в противоположную сторону. И сейчас меня несет ветром, якорь опущен. Сейчас несет, и где-нибудь он застрянет. Веревка 7 метров, 7 или 6,5, что-то такое, где-то около этого. Попробую так, ловлю щуку на джиг, на резину, на твистер, на который вчера ловил, белый. Какой ветер ледяной. Ой, ребята. Фух. Лицо обжигает. Холодно, холодно сегодня. Ветер очень большую роль играет. Прям 90% это ветер погоду делает.
Ну все, ребята, сделал вот такую поварню. Вот эти штуки, они здесь уже были. Я их в прошлый раз нашел вот там на чердаке, когда разбирал крышу, перекрывал. Они 97-го года, инициалы ГДГ, 97-й год. Ну, кто ролики, если смотрел, тот видел. Так что вот как-то так. Время 11 часов дня. Я, ребята, с утра порыбачил, наверное, часа полтора. И ни поклевки не видел. Совершенно ни одной. Попробовал окуня половить, но все без результата. Вот такая вот бывает рыбалка. Вчера окунь клевал практически вообще в любой точке озера. А сегодня ни одной поклевки не видел. Щуки тоже проплыл озеро, то есть проехал на моторе в тот конец озера, и ветром меня сносило сюда. Пробовал в отвес, джигом так кидал. Короче, все бесполезно. Вот, решил заняться поварней, чтобы не тратить зря время. Прилетели лебеди на озеро, сходил их поснимал. Сейчас еще тут кое-что немного поделаю, приберусь, и надо, наверное, попить чайку. О, сидят красавцы. Они сегодня здесь ночевать будут. Они уже вчера прилетали. Сходил за водой. Надо что-то приготовить, покушать, и после обеда выехать уже на рыбалку. Подколол еще дров немножко. Заварил кашу овсяной. Время час дня. Что-то накочегарил так. Дверь открыл. Сейчас где-нибудь до 1:30 посижу, отдохну, и надо, наверное, выйти на водоем, попробовать, может быть, к вечеру на уху поймать окуня или щуки половить, не знаю. Сейчас посмотрим, выйдем. Солнышко уже сюда светит, в избу вот лучики. Интересно так, красиво. Придется, наверное, сегодня макароны варить. Ни одной поклевки еще не видел. Время полчаса прошло. Друзья, ну вот такая вот вышла рыбалка за сегодняшний день. Ни одной поклевки я не видел, ни щуки, ни окуня. Вот так вот решает один день. Пришел бы я вчера и сегодня начал ловить, я бы остался вообще просто без рыбы и без ухи. А так, вчера, в принципе, неплохо половил. Сейчас солнце вот садится уже, и пока еще светло. Короче, рыбу загрузил сюда в лодку. Все вещи, которые мне здесь не нужны, я их сейчас перевезу на ту сторону озера. Потому что, ребята, боюсь я, что мороз ударит приличный под утро. Не зря по прогнозу стоит -6, -7. Озеро вообще все стихло. То есть, если сейчас мороз такой под утро ударит, озеро полностью встанет. И причем неплохо так станет. Вода уже довольно-таки холодная сейчас. Вообще быстро. Уже начало носить такие льдинки отдельные.
То есть лодку выковыривать потом, чтобы завтра переезжать, как бы не очень-то хочется. Да и пробиваться, зачем это надо? Сейчас перееду, все там оставлю, а завтра с утра пешком уйду вокруг озера. Так что, ну вот такие вот планы. Вот такой вот, ребята, лед уже довольно-таки толстый. Сейчас здесь вот в камышах еле пробился. А завтра здесь точно уже не проехать будет. Проблемно. Так что я думаю, сделал правильное решение, что пригнал лодку сюда. Все, оставляю вот так до утра. Завтра приду, здесь все разберу, соберу. Может быть, придется еще 2 ходки делать. То есть не разом все утащить. Ну вот теперь, ребята, могу я точно сказать, что сезон по спиннингу я закрываю окончательно. Все, на глазах лед встает. Вот отсюда я уезжал, и прошло, наверное, часа полтора, пока я доплыл, там пока лед разломал, обратно дошел, и вот этот носок вот здесь вот у ручья уже лед заносило. Я уезжал, его не было, уже такой прилично так, от берега метров 100, наверное, кусок такой. Все во льду уже, в таком тоненьком. Ну как отдельные льдинки такие, они начинают сформировываться, и буквально все, вот сейчас вот час-два, и там уже будет такой залив уже во льду. Хорошо морозит. По ощущениям градуса 4-5, наверное. Где-то так. Решил вскипятить воды. Буду заваривать вермишель быстрого приготовления с тушенкой. Решил сделать на костре. Надо же попробовать новую поварню, которую я тут смастерил. Кроме вот этих крючков. Ну вообще классно. Прям очень удобно. Здорово. Обложил здесь камнями, выложил. Время, ребята, уже 7:30 вечера. Сходил сейчас до озера. Сходил, послушал. Лебеди курлыкают, утки еще пролетели. Утки крякают, даже в избушке сидишь с закрытой дверью, слышно. Так что не все еще утки улетели. Лебеди те вообще долго не улетают. Если где-то река еще не стоит, то озера уже бывают во льду. Я в том году ездил уже по первой лётке, уже рыбачил, а лебеди еще летали. То есть они, видите, как поздно не улетают. Все уже, ребята, все замерзает. Прям на глазах лед образуется. Вот прям здесь. Вот сейчас видно очень хорошо. Такой белый, это уже все лед носит. Скорее всего, что к утру уже будет все озеро во льду. Большую медведицу сейчас очень отчетливо видно. Как ломает лед ветром за береги. Ну, примерно метров 30-40 от берега. Вот тот угол уже весь стоит полностью. Вот здесь уже стоит все. Ребята, всем доброе утро. Все, я уже собрался. Выхожу до лодки. Избу все прибрал. Оставил дрова. Оставил запас продуктов. Приличный такой. Можно 3-4 дня спокойно жить. Соль, сахар, все есть. Дрова, береста, туалетная бумага, каремат оставил в избе. То есть как-то так.
Но все-таки правильное решение сделал вчера, что сюда привез. Вот это все за трестой туда дальше. От тресты еще, наверное, метров 10-15. Все во льду. А вчера только было вот этот кусок тресты. Вода упала. Видно, как лед висит на тресте висит. Такой белый стал. Это он висит в воздухе. Под ним, наверное, вот столько воздуха еще. Потащу сейчас лодку на речку. Ну, там собираюсь и домой. Так что все, всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Берегите себя и всем здоровья. Самое главное в нашем деле это здоровье. Будет здоровье, будет все.